Так, ну назва стрима, да, первым делом поясняем за название стрима. Название стрима все сочетают две темы в целом, да. Две темы. Название стрима звучит как «100 пунктов стойкости украинского парламентаризму». Две темы, посадку очередную народного депутата Украины. Сильно редеют реально ряды украинского парламента, засидевшегося, пересидевшего свой срок. Да, и, ну, анонса президентом плана какого-то стійкости внутреннего. Так что давайте по порядку. Ну, по порядку, если идти, то новость не то, что нас потрясшая, вполне себе ожидаемый арест народного депутата Шевченко. Да, ну, интересно, что даже вот BBC формулирует эту новость как посадка человека, за которого в свое время говорил Буданов в позитивном ключе. Ну, как-то так сформулирован заголовок. Ну да, говорил он, упоминал Евгена Шевченко, когда обсуждал тот момент, что ни много ни мало вторил Шевченку в том, что благодаря Шевченку смогли выйти на переговоры с лидером, диктатором Беларуси и добиться не вступления Беларуси в войну, уменьшения роли Беларуси в этой войне. С ее территории не запускаются дроны, и сама ее армия не участвует в войне. Не знаю, насколько это правда, опять-таки, с посыланием на голову Головного управления разведки вам это говорю. Но тем не менее, также благодаря этому контакту стала возможным переговорная площадка в Беларуси в начале войны, которая, ну, наверное, помогла Украине, как ни крути, как бы мы на этот вопрос не глянули, как бы они там не воспользовались теми возможностями, которые у них были. Сложно об этом судить, и не выглядит так, что ими можно было воспользоваться, но тем не менее время какое-то было выиграно и так далее. И в этом всем есть роль нардепа Шевченко. Посадка его хоть и ожидаемо, но тем не менее, вот тоже думаю всегда о том, что многие называют одной из таких триггерных моментов, да, почему началась война. Многие эксперты выделяют вот такой вопрос, естественно, связывая это со спецификой российского государства как авторитарного, где вот эта роль связей между именно людьми, межличностных, да, между элитами, играет высокую роль. И из этого выстраивают такую картину, да, что одной из важных причин начала войны, хотя я, наверное, с этим не согласен и считаю, что здесь причинно-следственная связь нарушена. Наверное, наоборот, понимая, что скоро будет война, Украина пыталась выиграть себе какие-то очки за счет того, что поместила под арешт, арестовала кума Путина Медведчука. Да? Я думаю, что они просто, ну, чтобы он никуда не делся, чтобы потом торговать им. Но эксперты выстраивают такую теорию, что, возможно, именно как раз этот арест, да, сильно обидел Путина и показал, что, ну, дальше ждать уже особо нечего. Особо нечего. Ну, буквально наших бьют. Кента атаковали. Ну, вот как-то так. Просто проводя дальше эту логику, да, и перекладывая ее уже на что-то более реальное, то есть, понятно, арест, и ему предшествовал конфликт народного депутата Евгена Шевченко в его абсолютно стиле и не нарушающий, на самом деле, законов Украины, ну, на мой взгляд. Я не правовик, и опять-таки последней истиной в этих инстанциях выступают державные инстанции, их там лингвистическое, блядь, какие-то завиральные исследования и так далее. То есть, ну какая разница, как я это оцениваю, если в итоге держава и их заангажированные институции это оценят, да, так как скажут, естественно, да, так как нужно политически, так как вышла разнарядка, то в этом смысле, не знаю, если там реально повод, в этом так точно разбираться. Ну да, предшествовал конфликт, и вот обострился он особенно, да, и нардеп Шевченко пошел в конкретную атаку, называя фамилии уже, да, и президента, и Андрея Борисовича Ермака, главы офиса президента, самого влиятельного однозначно сейчас человека в Украине, и на этом сходятся все и западные эксперты, и украинские. Скажем так, выступило фактором, таким катализатором этого всего, то, что Трамп победил на выборах, да, и нардеп Шевченко, на мой взгляд, и многое когорта этих людей, скажем так, разные причины у них, но тем не менее возложили какие-то высокие надежды на эту победу Трампа и блефовали, как мне кажется, определенно, буквально какими-то знакомствами, чуть ли не непосредственно с Трампом, да, с трамповской администрацией новой, будто бы у них есть какой-то иммунитет. Ну вот я как-то сразу сказал, что ну блеф, очевидно блеф, нет там в быстром наборе Трампа у Евгена Шевченко, и как показала практика, действительно нет, действительно нет. Может время там как-то сыграет на его пользу,
Но вот этой связи у него, наверное, нет. Зато очевидно, что связь реально у него есть с Лукашенко, с белорусским диктатором. И здесь, опять-таки, да, проводя подходящие здесь параллели с Медведчуком и Путиным, да, и вот этой связью, свойственной авторитарным государствам, свойственным диктатурам, да, разным персоналистским, то, что именно вопрос межличностных отношений, да, между представителями вот элит, он играет очень высокую роль, гораздо более высокую, чем там в демократических странах, а, наверное, может отразиться на белорусско-украинских отношениях. Как бы мы ни относились к этому, да, как к отсутствующим отношениям как таковым, да, но все-таки Беларусь не является стороной конфликта, не участвует в войне против нас. И, опять-таки, какие-то, очевидно, есть ограничения на использование инфраструктуры белорусской в войне против Украины. И, конечно, менять этот шаткий баланс очень не хотелось бы, очевидно, не в интересах Украины, потому что северная граница с Беларусью очень близко находится к столице Украины. Ну и опять-таки низкая напряженность на этой границе позволяет высвободить много сил. И если она там снова появится, то очевидно придется выделять на это силы. Я все веду к тому, что, наверное, вот этот вопрос не стоит недооценивать, да, именно вопрос межличностных отношений и влияние этого события на белорусско-украинские отношения. Думаю, какую-то, как, скажем так, какой-то комментарий Лукашенко даст по поводу посадки своего кента. Опять-таки, диктаторы кенты плохо, но вопрос международной политики, да, внешней политики, вопрос наших отношений в войне и целесообразности здесь, он, конечно, должен стоять, мне кажется, очевидно, в приоритете, в первую очередь, и нужно над этими рисками думать в первую очередь. Это все просто о целесообразности даже, а не о моментах, да, там, политического преследования. Но тем не менее, ожидаемо его арестовали, и в духе всех политических преследований таких, да, на постсоветском пространстве, вот, особенно на каком-то их определенном этапе, когда еще диктатура может, или, да, там, авторитарный режим, ну и, в общем, вот такие политические расправы, они, ну, еще не имеют такого характера радикального, то и в России был такой очень протяженный во времени период, да, когда политическое преследование, скажем так, есть время, дают время уехать. Дают время бежать. Я думал, честно говоря, что народный депутат Иван Шевченко, то есть я-то его характера не знаю, и судить по нему из социальных сетей глупо. Просто потому, что я убежден, что лучше быть на свободе, чем в тюрьме. Это однозначно. Если есть такая возможность у тебя, да, то лучше лучше быть на свободе. Это там разговор извечный про российскую оппозицию, которая... Вот вы видели, да, ту гифку, где обезьяна за решеткой и говорит: «Здрасте, я русский оппозиционер». Понятно, да, извечно сидящая в тюрьме российская оппозиция и постоянный вот этот разговор, связанный с Навальным. Что лучше для вот политически представленного человека, для оппозиционера, там, да, не говорим о диссидентах даже, это диссидент в тюрьме, это часть диссидентства, да, часть картины диссидентства, говорим именно о политиках. И я всегда настоял на том, что лучше быть на свободе, лучше быть свободным, живым, пожалуйста, обычно в странах, где по политическим сажают, да, каким-то моментом, исходя из каких-то политических соображений, а не правовых, то там обычно и содержание в тюрьме это не сахар, ты там кони двинуть можешь вполне спокойно. Вероятно, этого и будут, да, там добиваться, ну, то есть в случае России. И я всегда настаивал, что лучше, ну, по-моему, очевидная логика, лучше быть живым. И эта дискуссия, да, вот видео Михаила Пожарского есть на эту тему про Навального, что и вот он там доказывает, пытается доказать, что, ну, политику нужно быть с народом там, ну, и какие-то такие абстрактные вещи, да. Ну, какая разница, с народом ты или нет, если ты мертвый, например, да, или если ты лишаешься рассудка, там, да, и здоровья в тюрьме, опять-таки, сидение в тюрьме, ты выпал из политических процессов, информацию ты не получаешь, ты на политические процессы не влияешь, если есть политическая сила, связанная с тобой, как в случае Навального, то ее ресурсы растрачиваются по хуйне какой-то, и твое имя в этом замешано, то есть ты не укрепляешь ни хера свои позиции, сидя в тюрьме. И надеяться на то, что ты потом когда-то выйдешь, и у тебя будет вот этот какой-то там незначительный процент морального авторитета, ты его, наверное, уже не реализуешь просто к тому моменту, даже если предположить, что ты выйдешь из тюрьмы. В общем, ну и никогда не был сторонником требования от кого-то подвигов. Иди в тюрьму, терпи пытки там за нас, блядь, нахуй нужно. Это изначально довольно циничный взгляд вообще требовать от людей такого. Ну, в общем, я это все к чему вел, что
Лучше быть на собой, чем в тюрьме. И вот на каком-то этапе таких, скажем, преследований всегда дают время уйти. И вот народному депутату Ивану Шевченку, очевидно, тоже сообщали там по его каким-то каналам и так далее, что готовится против него, готовятся ему объявить підозру в ближайшее время. То есть помимо того, что информационно было понятно, что люди, которые публично поссорились с Ермаком в Украине, это люди, которые либо скоро сядут в тюрьму, либо уедут. То есть другого не дано. Эта система не прощает, если там вот ты уже... Если это вышло в паблик, да, перешло в публичную плоскость, все, типа останется только один, и этот один точно будет самый влиятельный, да, Андрей Борисович. То ему, очевидно, давали время уйти, но он им не воспользовался, решил сидеть так сидеть. Сидеть так сидеть. Да, ну, давайте... Да, не помог звонок Трампу. Давайте почитаем, да, когда ожидаемо вполне объявили ему потом підозру, и он честно поехал на суд, на Кичу туда. Решил я почитать все-таки, а что же ему меняют? И тут я, конечно, совершенно охуел. В его, скажем так, вот этом задержании, да, и объявлении ему підозры участвовало два силовых органа, да, нашей державы, я даже не знаю, ДБР можно отнести к силовым органам или нет, ну, можно при желании. В общем, Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України. Почитаем пресс-релиз для начала Службы безпеки України, понимая свойства Службы безпеки Украины, да, как наследницы КГБ УССР, понимая специфику ее в нашем конституционном дизайне, это такой личный, карающий меч президента, непосредственно офиса президента, ему кадрово подчиняющийся и так далее в наших условиях, то есть о чем часто говорили западные партнеры, с требованием реформировать СБУ, в общем, контора непосредственно, да, контора прибыльная, контора страшно влиятельная. И, ну, мы знаем их стиль, очень политически ангажированный, наверное, из-за этого, да, что используется как политический инструмент, и поэтому в их пресс-релизах искать правовой составляющей бессмысленно. То есть они часто позволяют себе, ну, как бы намекать нам, да, ну, это довольно прямой намек, показывать что-то, что на самом деле порушением законодавства Украины не является. То есть они арестовывают очередных попов каких-то или, как они говорят, сами как хотят, так и говорят, что это псевдожурналисты или псевдоэксперты, да, и показывают у них книгу с надписью «Россия». Ну, в Украине нет никакого нарушения закона, если у тебя есть книга с надписью «Россия». Было бы дико, если бы был такой закон, было бы, блядь, конечно, неадекватно, но что можно ожидать от нашей Папуасии? Но тем не менее, читая это, вайбы самые российские находишь. Ну давайте прочтем. Що пише Служба безпеки України стосовно народного депутата Євгена Шевченка. Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора зібрали докази державної зради. Стаття, очень серйозна державна зрада, якщо подумати, з боку чинного народного депутата України. За матеріалами справ фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора. Інтересно, що може за цим скриватися? Зокрема, народний депутат масово розповсюджував фейки російської пропаганди щодо подій у нашій державі та її зовнішньополітичного курсу. Ну, то есть, иными словами, не был согласен с проводимой политикой. Что, в принципе, задача народного депутата, да, как бы, ну, соглашаться или не соглашаться, или какое-то свое видение озвучивать внешней политики и внутриполитического положения в нашей стране, да. По-моему, очевидна така задача парламента і парламентарів. У жовтні-листопаді 24-го року поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України та суспільно-політичні настрої всередині нашої країни. Тобто йому закидають то, що він озвучував какие-то не те суспільні настрої всередині нашої держави. Тобто, от ти, наприклад, говориш, що люди вважають, що їм плохо. Видимо, есть что-то, что доказывает, что им хорошо, и ты не прав, ты поширюєш викривлену інформацію про суспільні настрої всередині нашої держави. Ну ладно бы ты, но народный депутат Украины, когда это делает, то все-таки нужно понимать, что депутат в любой стране, да, член вот там законодавчего органу, парламентарий — это особенная фигура, да, потому что на нее ожидаемо будет оказываться давление, она ожидаемо может оказаться в оппозиции, да, в парламентах есть оппозиция, оппозиционеры, и к этим людям, скажем так, особое отношение вообще и правовое, и какое угодно. Их преследование, оно всегда вызывает именно особенную реакцию, потому что все-таки, ну, нужно ли объяснять основу основ, что все-таки народный депутат это как бы непосредственно вы, да, то есть в том смысле, что вы делегировали ему право вас представлять в парламенте. Мы как народ Украины.
Это такой, ну, важный момент для понимания, почему там преследование народных депутатов плохо, потому что, ну, это очень близко к нам. В условиях нашего там конституційного дизайну ближайшее к нам, ближайшее к вам непосредственно, да. То есть, что ваш голос что-то типа значит где-то. Итоги того, что вы голосуете, что-то где-то значит. Иначе просто тогда непонятен смысл голосовать, если оно декоративно и есть какая-то линия, смысл голосовать. Смысл тогда многопартийности, ведь можно оставить одну партию. І в той партії буде доказано, що суспільні настрої всередині нашої країни какие-то такие, а не такие, как считает там какая-то другая партия, например, или другой депутат, или вы непосредственно. Я очень к чему, что такое обвинение, например, ну, открывает очень много, такой прецедент открывает очень много дверей, да. Таким прецедентом, в смысле викривленням суспільних настроїв всередині нашої держави, да дохуя чего можно, дохуя кого можно закрыть, дохуя кого можно в этом обвинить. Вот выкривленная информация про командование сил обороны. Это какая информация? А если ты подозреваешь командование сил обороны Украины в коррупции, эту информацию озвучиваешь? Она неофициальная, само командование сил обороны от нее отказывается. Получается, ты, ну, в общем, сложности есть известные в ограничении свободы слова и свободы деятельности народных депутатів, да, в любой стране. Для розгону кремлівських наративів він активно використовував свої канали відеохостингу YouTube, Telegram, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ. Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційної безпеки України. Я напомню, что до того, как он поссорился с Андреем Борисовичем Ермаком, почему-то не могли собрать материал и подтвердить. А потом резко собрали и подтвердили. Не знаю, может ли это нам говорить о том, что имело место именно политическое решение на посадку. Мне кажется, может. Мне кажется, может. К тому же, что сказать, что как-то он изменил кардинально там свой взгляд или то, что он писал, да нет, все время он это писал. И вроде как старался писать, не порушая законы Украины. Ну, я еще тот знаток законов Украины. Хотя, ну, понимаю основы, да, его в том смысле, что невыправдание збройной агрессии. Он вроде этому следовал. Но опять-таки, какая разница, как мы считаем, если в итоге все решит незалежная експертиза, которая, очевидно, исполняет чью-то політичну волю. Крім того, у межах досудового розслідування отримано дані, які свідчать про те, що протягом 22-23 нардеп неодноразово відвідував Білорусь, де спілкувався з керівництвом цієї держави. Окей, то есть это державна зрада, спілкуватися з керівництвом держави. Ну, это ладно. Да. Ну, короче, 15 років. Читаємо далі. Читаем следующий пресс-релиз. Он такой более развернутый пресс-релиз, потому что все-таки контора другая. Державне бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань. Орган создан розслідувати розстріли на Майдані, все такое. За матеріалами ДБР та СБУ та процесуального керівництва Офісу ГПУ оголошено про підозру у державній зраді чинному народному депутату України. Правоохоронці викрили його на завданні шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України. Як підтвердила комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще у 2012 році, я напомню, в 2021 году, тогда на начале своей карьеры, вот этой крупной политической, человек был доверенным лицом президента Зеленского. Ебать, вот это у президента доверенные лица. Еще тогда они завдавали шкоду Украине. Правду говорят про Зеленского? Чи это тоже выкривленная информация? Ладно. Не, но если у него кенты и доверенные лица занимаются дискредитацией Украины, может он и сам против України? Ну, тим не менше, він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності та неправильності. Так, відсутності загрози по масштабу. Дивіться, він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації з території Республіка Білорусь. Ну, то есть, он говорил, что не будет вторжения. Кто еще нам говорил, что не будет вторжения? Ну, сразу на ум приходит глава фракции Давид Арахамия, президент України Зеленський з шашликами. Він також говорив про неправильність і недоцільність. Дивіться, блядь, ви вдумайтесь, друзі, до чого ми нахуй дожились в Україні? Державне бюро розслідувань вміняє депутату такое.
Він також говорив про неправильність та недоцільність теперішнього зовнішнього та внутрішнього політичного курсу нашої держави. Крапка. Народный депутат критиковал внешний и внутренний курс нашего государства. Чем, блядь, он должен заниматься? Типа одобрять его там только? Это пиздец. И это типа нормально абсолютно. Никто вообще на это не реагирует. Нардеп дискредитував, слово дискредитировал власть. В России есть статья за дискредитацию армии, да. Нардеп дискредитував чинну владу України, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до змін території та державного кордону України. Когда он закликав до зміни території та державного кордону України? Он, конечно, дурак, но не долбоеб. Сепаратизм он себе никак не приписывал. Ну, может, я за ним невнимательно следил, но тем не менее. Это я напомню, все на фоне того, что он был доверенным лицом президента Зеленского, на фоне того, что сам президент Зеленский, он к власти пришел на критике курса прошлого президента, который управлял страной, президент Порошенко, страной, которая находилась в войне. Президенту Зеленскому это не мешало абсолютно эксплуатировать это, как ему захочется. Просто перестать стрелять. Недавно достали материал из квартала, где они поют песню про то, что там та-та-та-та, все пиздец, страдают только украинские и русские матеря. Матеря страдают. Матеря-то страдают, конечно, но в итоге садятся только одни люди за это, которые власти не нравятся. Ну, в общем, я в охуевозе с того, что народному депутату Украины вменяют теперь дискредитацию чинной влады. То есть, ну, получается, если народный депутат с трибуны начнет говорить о том, что власть ворует, ну, это же, по сути, будет дискредитацией чинной влады. Там потом их суды личные и их друзья в этих силовых конторах, в том же ДБР, докажут, что не было коррупции. Как, ну да, как там, сука, Геннадий Кисай. Геннадий Кисай. Вместе с ним был мажоритарщиком по Запорожью. Вместе с ним был мажоритарщиком по Запорожью. Там все порядок. Человек воровал на куртках, бронежилетах. Через его фирму прокладку бабки проходили. Мало того, что куртки летние, еще и говёные. Я недавно видел чей-то допис в Твиттере, что вот, блядь, вспоминаю добрым словом министра обороны Резникова. Какой-то солдат пишет на курточке, молнии разошлись. Что я должен страдать? А его только с должности сняли, он даже в тюрьму не сел. Друг, ты знаешь, блядь, человек, который, ну, да, через чью фирму это проводилось, он не то, что в тюрьму не сел, он в депутатском сидит, там, кресле в парламенте, у него вообще все охуенно в тепле, пока ты там с той курточкой и с тем замком хуй сосешь. Ладно, это все к чому говорю. Нардеп дискредитував чинну владу України, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до змін меж території та державного кордону України. Депутат записував програми на власних каналах, дав інтерв'ю російським ЗМІ та проросійськи налаштованим блогерам та експертам, після чого цей контент поширювався на пропагандистські ЗМІ на територію РФ з метою створення на території країни-агресора суспільної позиції, що це офіційна позиція представника української влади. Програма депутати поширювалася інформація, яка утверджувала у масовій свідомості думку про те, що начебто українська влада довела країну до повного краху, втрати території та людей та неспроможна досягти миру. Також нардеп нав'язував думку, що Україна вже не здатна перемогти та повинна йти на переговори з Росією на будь-яких умовах. Він такого, ну, я такого не видел, но опять-таки у них свої уми. Він також поширював інформацію, спрямовану на дискредитацію західних партнерів та європейських цін. Бля, ви вдумайтесь, народний депутат, в чому он хуйовий? Потому что он поширював информацию, спрямованную на дискредитацию западных нашего народного депутата судят за то, что он, блядь, дискредитировал западных партнеров и европейские ценности, блядь. Європейські цінності. Зокрема, він говорив, що Захід втручається не лише у внутрішні справи України і спричинив Україні війну, а намагається шляхом впливу на вибори підірвати стабільність в Грузії та Молдові. Слідством також встановлені його контакти з представниками посольства Республіки Білорусь, да, на переговорах, опять-таки, заради України. Ну, короче, я охуевший. Это абсолютно меня фрустрировало. То есть народный депутат Украины Евген Шевченко, наверное, Гондон и Бандюк, вот южноукраинский классический. Хотя намного умнее тех людей, которые сейчас его критикуют, когда он заезжает на Кичу по политической абсолютно, по политическому мотиву.
Гораздо их умнее, несмотря на то, что бандюк, блядь, и наверняка ворюга. И также не могу никак забыть и упустить тот факт, что сам-то он большой друг и любитель, как я уже сказал, диктатора Лукашенко, людоеда и кровопийцы. И карьера оппозиционера в Беларуси, она выглядит намного даже хуже, чем вот карьера оппозиционера Шевченко в Украине, да. Гораздо хуже было бы обращение и все такое, да. То есть я к чему, что он сам поддерживает режим и говорит, что он хороший и желает такого режима Украине, который именно таким и занимается. Политическими преследованиями оппозиции он не терпит. Вот, нардеп Шевченко сам становится жертвой, в принципе, такого механизма. Это нельзя тоже не отметить. Я слышал его комментарии из зала суда, когда ему выбирали меру пресечения. Он говорит, что в медиа накрутили немного, в материалах дела все не так. Опять-таки, медиа просто брали цитаты из пресс-релиза официальных органов ДБР и СБУ, да, Державного бюро розслідувань Служби безпеки України и Офиса Генпрокурора Украины. То есть это не то, что они выкрывали, это реально так подается. Вот. Он также сказал, что все было хорошо, чемно, чемные силовики, говорит, чемно пришли ко мне, чемно меня по политической садят на кичу. Всем он доволен, все хорошо, ему это все нравится. Выбрал он сидеть. Не знаю, что там, думаю, что никакой Трамп, блядь, ему не поможет, потому что Андрей Борисович... Да, не могу не отметить момента, что в свое время Корка Гуру у него была, и Гуру он явно не чужой человек, настолько не чужой, что даже такую всегда бывшую, да, токсичную фигуру лично упоминал Буданов, хотя понятно, что такого они стараются избегать, ну зачем связывать себя с чем-то токсичным. Но связь настолько была ценная, что упоминал он его напрямую. То есть все-таки явно не чужой человек, и не могу не отметить этого момента. Наверняка сыграла роль в судьбе нардепа Шевченко. Это вот этот конфликт Буданова и Ермака, который был недавно. Очевидно, здесь есть его серьезная роль. И тут акции, конечно, Гура пойдут вниз. Их корка теперь меньше стоит, и не впряглись они за своего человека, который за Буданова, я напомню, впрягался. Ну, тем не менее, голос, конечно, от угла, да, там, от параши где-то, но очевидно, что в политическом балансе Украины никто не хочет связывать себя с тем, что не сможет тебя никак потом не защитить, ничего, наоборот, откреститься от тебя и все. Думаю, этого никто не забудет. Ну и теперь я, конечно, убежден, что... Правда, это и раньше было понятно, да, я такое уже говорил, но теперь только убедился в том, что, конечно, Буданова точно в ближайшее время где-то там снимут однозначно, как бы там судьба Украины не легла. Тоже обращаю ваше внимание, что-то его не слышно, особо и не видно. Я, конечно, прямо не слежу, но особо нигде его не вижу. Видел, что он и то это нужно искать, встретился с каким-то там финским, условно, главой разведки или что-то такое. Но явно видно, что медийно чуть-чуть подсбавить решили градус его, потому что сильно, сильно популярный. Ну вот, то тоже, думаю, это сыграло не последнюю роль. Ну, в общем, вы должны, конечно, заакцентироваться на том, что все-таки народный депутат Украины, как ни крути, представитель народа Украины. И, конечно, заезд в тюрьму народного депутата Украины, да, где ему вменяют буквально его деятельность, да, то, что он пытался заниматься политикой, критиковать власть и так далее, где люди садятся буквально за критику власти, но это никак по-другому, как диктатура, как политическое преследование, ну, назвать нельзя, очевидно. Вот, каким бы там гондоном народный депутат Евген Шевченко не был лично, да. Ну, в общем, вроде как все я сказал по этому поводу. Довольно все печально. К тому же, очевидно, там вот он когда-то еще давно, помню, был скандал, что он там дарил, там, записал кучу тачек на сына, ну, бизнесмен, подарил сыну гелик дорогущий. Нахуя накручивать такие политические лозунги, статьи, нахуя так политизировать? Судили бы его за коррупцию. Сказали бы, вот, блядь, прошерстили декларации, оказалось, что у него неучтенная недвижимости, там, заводы, пароходы, нихера он не декларирует, давайте его в тюрьму поэтому сажать. Намного было бы приятнее, просто приятнее не думать, да, невидение блаженства. Намного приятнее было бы не знать, что наша держава сейчас уже на таком этапе, где народных депутатов может сажать просто за то, что они не согласны с линией партии. Мне намного приятнее было бы жить в таком мире и не иметь той аргументации, которую мы сейчас читаем. Ну, в общем, вот так. Ожидаемый заезд на кичу народного депутата Шевченко. Надо было ему ехать следом за
Куницким, следом за Дмитруком, и оттуда уже писать там, какие все плохие, как Арестович. Он, Арестович, довольный, как недавно, да, видел его шутку, Арестович пишет, что вы говорите, я не исполняю обещания, я вот уже начал их исполнять, и я вам говорил, что вы будете страдать, я буду на яхте кайфовать люто. Так вот, вы страдаете, а я на яхте кайфую люто. Вот это правильный подход к жизни, да. Ценю людей с каким-то трезвым мышлением, а не тех, кто готов по хуйне тупо ехать на кичу, и потом это ему ни хера не даст. Никакой ценности в глазах народа Украины ему это не подбросит, даже если он из нее там потом выйдет, и что там мы потом представим и так далее. Просто сейчас будет на старости лет сидеть там вот на Лукьяновке. Абсолютная глупость. Ну, в общем, вот так. С нардепом Шевченко закончили, друзья. Я думаю, вы ничего неожиданного не услышали. В очередной раз укрепился украинский парламентаризм и доказал лишь нам те тренды и тенденции, которые мы всегда замечали, знали или как минимум о них догадывались. Да, друзья, следующая новина у нас довольно интерактивная. Сегодня тоже довольно улыбчивое утро было в связи с этой новостью. Вы представляете, такое случилось, Мосфильм так шагает вперед, ну уже и привлекают нейросети и современные технологии. Смотрю видео и ну четко я вижу, я ее знаю, у меня с ней связь, сердцем я с ней связан. Киевскую область, погода Киевской области, ландшафты Киевской области, флора и фауна Киевской области. Как точно на Мосфильме повторили Киевскую область, восточную ее часть, да, туда как к Борисполю ехать, щасливе. Ви представляєте, начебто ТЦК, начебто стріляли, начебто у громадянина України, начебто це було в Київській області, да. Для тех, кто почему-то этого не знает, друзья, вот такую эту форму имеет. Сейчас. Да, воно, диви, блядь. Вот, значит, лежит штемп по парковке. Парковка, значит, Моршинской, прямо, воды блядь. Моршинской, какого-то склада Моршинской. Не знаю, что там лежат. Да, Ну вон, дрова, диви, это блядь. палеты. Моршинской. Вот Стреляем. бежит штемп, и вот, значит, в него якобы стреляет. Сначала сказали, что это типа ТРОшник там какой-то, ну ми знаємо, да, що часто. Не хочу, звісно, нікого дискредитувати, но мы знаем, что вот ТРО, еще и то, которое почему-то осталось, типа, в Киевской области, ну, скажем так, ну, иногда бывает, что отсвечивается в каких-то историях, связанных с бандитизмом, с организованной преступностью, да, в форме военной, в пикселе украинском. Ну, так бывает. Но нет, вы знаете, люди были тоже посрамлены, кто так считал. Оказалось, что это все и не ИПСО, и снято не на Мосфильме. Оказывается, это реально Киевская область, оказывается, это реально человек, и оказывается, это реально ТЦКшник, а не какой-то там представитель ТРО. Вы представляете? То есть даже не надо ничего выдумать. Что пишет з цього приводу Міністерство оборони? Міністерство оборони України вивчає інформацію щодо інциденту з застосуванням зброї співробітником ТЦК у Щасливому. Для з'ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони ГІМО разом ми ГІМО розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для и так далее, и так далее. Я не знаю, где он взял этот ПМ, что это, блядь, за травмат или что это, но я могу дохуя времени, честно, сэкономить Міністерство оборони касательно з'ясування обставин этого самого підстави для застосування, для використання зброї. Человек на большом расстоянии находится от него. Он от него убегает, и он ему из пистолета стреляет в спину, прямо ему. То есть тут невозможно из этого, очевидно, кадра сделать вывод, что он стреляет в небо, блядь, или что-то. Он стреляет в спину убегающему человеку от него на большом расстоянии. Который, ну, то есть, очевидно, ему угрозы не несет, и он, ну, наверное, безоружный. То есть в руках у него там автомата не видно. Конечно, расстояние большое, но... Я могу много времени и денег сэкономить им в плане анализа. Могу точно трактовать эти дії как беспідставні на самом деле, очевидно. Ну, история, понятно, смешная тоже. Вы представьте просто, кем, блядь, они себя возомнили. Это ж Киевская область, там каждое твое движение, оно, ну, всеукраинский масштаб имеет и всеукраинские последствия. Представьте, кем себя, блядь, и менты, и вот эти вот ТЦКшники, кем они себя, блядь, возомнили, что они уже даже в Киевской области стреляют и так по людям, как по скоту вообще. Представьте только, кем себя вот этот лично мужик с пистолетом сейчас в руках, кем он себя ощущает, интересно, то есть. Чекистом в 30-х? Героем боевика? Не знаю даже. О чому він думає, нажимає на курок? Про захист вітчизни, про те, як за Україну болить.
Ну, короче, вот такой интерактив. Это что касательно бурятов, которые придут, когда нас оккупируют, да? Как утверждает нардеп Шевченко, что все полимеры проебала власть. Ну, да, и придут буряты. И когда придут буряты, что будет? Ну, наверное, вот так. Будут по людям в спину стрелять, блядь. Ну, только не из пистолета, может, из автомата. Касательно бурятов, вы знаете, на засіданні Асоціації міст і громад, це вже слідуча новина, есть такое место, как заседание міст и громад, да, для местной власти, и часто там какие-то перлы всплывают, местная власть делится какой-то информацией друг с другом. И вот на таком заседании такой ассоциации міст и громад Украины мэр Мариуполя посетовал на то, что не слушается, да, народ, на то, что 30% мариупольцев, из всех, которые уехали в начале войны из оккупации, 30% мариупольцев вернулись нахер назад. И похожая ситуация, она наблюдается во всех громадах оккупированных, на оккупированных территориях. Вот такой вот прикол, вы представляете? Наверное, это очень красноречиво говорит всем этим людям, которые постоянно уже просто от конца аргументов пугают тем, что будет хуже, если вы это плохое сейчас не терпите, будет хуже, когда оккупируют. Всем этим людям красноречиво должны эти цифры говорить, что люди нахуй вертаются назад туда, в ужасы оккупации вертаются, блядь, назад. Это же им вырок всем, вырок. Люди считают, что здесь хуже, чем в оккупации. Ну, это просто слова мэра. Слова мэра Мариуполя. Но, тем не менее, мэр Мариуполя называет, вы представляете, говорит, что в первую очередь люди возвращаются из-за российской пропаганды. Ну, наверное, под российской пропагандой, я думаю, подразумевается вот это. Из-за российской пропаганды люди возвращаются на оккупированные территории в Мариуполь. Ну, а также потому, что негде жить. Негде жить. Вторая причина — отсутствие жилья. Но первая — российская пропаганда. Ну, в общем, вот так. Это уже все, в принципе, тут понятно. Ничего не могу сказать, потому что не хочу дискредитировать Владу в Украине. Не имею права ее никак критиковать. Все мужики делают правильно. Западные партнеры Украины вообще самые лучшие. Лучше быть уже не могло. Бог послал самое лучшее. Они самые святые. И европейские ценности, естественно, вообще заебумба полная. Оно того однозначно стоило, и не имею права никак их дискредитировать, сказать, что они что-то делают не так, нет, все они, малорики, делают верно, правильной дорогой идут они, в общем, правильной дорогой идут товарищи. Ну, в общем, краем глаза лишь написал, что 6 кадров Трампа 2, да, кадровое назначение гудят Трампа. После того, как я те отговорил с ведущим Фокса, там, и Христовым походом Америки его, и другими людьми, как сейчас принято говорить, знаете, потому что я долго думал, почему, оказывается, потому что в украинской мове нет слова противоречивый. Ну, или оно какое-то неинтуитивно понятное. Поэтому люди стали казати контроверсийні назначения, но я говорил, что это нам скорее в плюс, потому что расчетливые люди нам сейчас не нужны. Очевидно, да, в случае Украины и ситуации. Но тем не менее, самой лучшей ситуации, благодаря самым лучшим западным партнерам и самой лучшей Владе. Но тем не менее, назначения вообще пошли кучные и потужнее. Один из кадров, да, уже все обсасывают. Тулси Габбард такая, значит, политикесса тоже, там и боевой опыт, и все на свете. Потенциально глава разведки будет. Говорит о том, что в Украине диктатура, опять-таки, занимается просто какой-то нещадной, зубодробительной дискредитацией украинской влады. Говорит о том, что в Украине происходит становление диктатуры, в Украине закрываются СМИ властью, в Украине закрывается церковь с крупнейшим приходом и гонению поддается приход. Ну, в общем, просто пиздец. Распространение фейков масштаба галактического. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони не посрамил Украину. Украина свои интересы отстаивать умеет. Конечно, в первую очередь против собственных граждан. Но здесь не посрамили все-таки. И американцам не поддались. И несмотря на то, что был этот просто гнусный какой-то российский шпион, возможно, да, будет назначен, выдвинута была эта кандидатура гнусного российского шпиона, кандидатура на главу разведки, не посрамили и удалили просто то, что писали в своем там телеграм-канале Центр протидії дезинформации о том, что она российский шпион и распространяет российские фейки.
не посрамили, интересами Украины не заторговали, а просто удалили нахер эту информацию и все, чтобы потом не было проблем, когда она же потом где-то кто-то и подсунет информацию, что украинская держава внесла ее в очередной килл-лист. Потужно. Всегда приятно жить патриоту, националисту с осознанием того, что воля державы, она несломима, и что наши интересы, если у нас есть враги у Украины, да, если Украина таких нашла, признала, и этому есть факты, доказательства, да, то это враги, и мы своего мнения не меняем под давлением каких-то там политических процессов, целесообразности политической и так далее, что мы стойко свою линию гнем, и интересы украинцев всегда соблюдаются. Ну, в общем, вот такая хуйня. В принципе, все понятно. Дальше, друзья, следующая новина, что Кабинет министров скинули, да, вы видели, наверное. Кабинет министров работает над демобилизацией. К грудню обещают закончить работу. Тоже люди, конечно, меня по-своему, да, умиляют, что, ну вот, значит, уже договорняк, скоро дембель. Это мне напоминает тот самый анекдот, что папа слышал, типа, водка подорожала. Это, типа, означает, что ты будешь меньше пить? Нет, сына, это означает, что ты будешь меньше есть. Это, пацаны, лишь означает то, что мобилизация будет набирать обороты. И что если они реально, я всегда это говорил, очень типа знаковая вещь, если они решаются на реальную сильную мобилизацию, да, последовательную, эффективную, вот именно жесткую, понятно, с примусом, потому что, ну, вы видели, да, я, ну, кто не видел, я еще раз покажу. Стреляє. Вот так, да. Вот такого рода, очевидно, потому что другая уже не представляется просто возможной, да, вероятной другой формы мобилизации. Реальным доказательством решительности государства в этих шагах будет, конечно, дембель, да, то есть, значит, они рассчитывают набрать цифры, которые позволят им как бы сделать граничным срок служби. Да, ну, в общем, это така новина, так що готуйтесь, а також готуйтесь до того, що... Да, готуйтесь, а також готуйтесь до того, що на следующей неделе, друзья, на следующей неделе будет представлен внутренний план, который будет называться 10 пунктов стойкости. 10 пунктів стійкості для українського народу, для української держави. Внутрішній план перемоги, иными словами, но чтобы слово перемога не сильно это самое в потужність превращалось в слово потужно, то решили сказать, что план стійкости. Ну, тут понятно, что вряд ли же, ну, нет ни малейшей надежды, что это будет что-то хорошее. Готовьтесь. Это опять-таки тот анекдот про то, что, значит, ты будешь меньше кушать. Готовьтесь. Я решил вот как бы понять контекст, то наверняка здесь будет вот эта демобилизация в этих пунктах стійкости. Понять контекст, решил посмотреть то вечернее звернение, никому не нужное, да, регулярные президентские, где он отчитывается перед вами, он же все-таки слуга народа. Как перефразирует слуга урода. Народный депутат Евген Шевченко, что же слуга урода по мажоритарке, мол, в свое время. Ну ладно. Это, знаете, тоже как вот этот, ну мы это слово договорились не говорить, но нехороший человек, Дубинский, да, шутит там у себя в Телеграме, что вы часто мне говорите, кто, да, вы часто мне говорите, что ты же и привел Зеленского к власти, привел он, блядь, к власти Зеленского, слышите? Ну, в общем, да, что он говорит, что, ну, во-первых, не только я, еще и Коломойский, а во-вторых, мы за это уже отсидели. Вы только начали, блядь, сидеть. И чтобы вам отсидеть за это, вам сидеть, блядь, придется 100 лет. 510 лет будете сидеть, отсидел он, слышите, блядь. Люди пощезали без вести, ну, короче, вы знаете сами все. Ну, да, повертаясь до плана потужности, решил понять контекст плана стійкости и о чем он там говорит. Сразу с козырей вообще, без это самое, без церемоний, сразу с козырей говорит, що ми напрацювали потужно, і потужні напрацювання були з Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України. Ну, вы можете представить, что хорошего оттуда будет распространяться, понятно, только самые лучшие решения. Очевидно, что, ну, такие вещи, как Министерство внутренних справ и Служба безпеки Украины, это вещи, которые всегда, они были созданы и работали всегда для обеспечения ваших интересов. Так что готовьтесь. Такой там был контекст, это касательно их напрацювань. Еще были напрацювання в энергетике. Ну, мы знаем их напрацювання в энергетике, уже с лесами проходили это, да, с хранением дров. Так что ждем собирания валежника. Ну, в общем, готовьтесь. Вроде бы это все. Ну да, Шольц бил челом перед Путиным, созвонились, поговорили. Ну, понятно, что это
ни о чем там, ни о чем никто не договорится. Интересна реакция нашего президента Шольца. Они все-таки в хуй не ставят, и это вам не Трамп, который нам только лучше от Трампа. Шольц все-таки неплохо, что позвонил и открыл ящик Пандоры со звонками. Ну, тут я не даю оценок. Зря не так, нужно бережнее относиться к союзникам. Ну, в общем, вот так. Все, друзі, новини закончились. Простите за чрезмерно клоунский такой иронизм. Но, не знаю, добило меня, когда я опять читал эти обвинения. Но это ж просто... Ну, судили бы, я же говорю, судили бы его по коррупции. Что там он схемы мутил на своем бизнесе и так далее. Нахуя по политическим? Ну, на ум только приходит, что безнаказанность опизденевшая и запугать остальных. Потому что ж там ходят слухи, да, что может слуга треснет по этой линии, да, что резко всплывает много сторонников. Все, друзі, новини закінчились. Читаю ваш чат. Правда, что Вован и Lexus подъебали Зелю приколом. Вы президент сосал, и он отвечает, да. Они, блядь, Трампа подъебали. Хорошего стрима, спасибо! Не забудь оставить комментарий на ютубе мне. Типа, парень, красава. Хуні Мате питає, в тебе на поличці стоїть зелений баклажан з шляпою Наполеона. Это подъеб Зеленского? Это не зеленый баклажан, это фигурка из корня дерева. Ну, каждый свои выводы сделает. Я смотрел в свое время легендарный фильм «Наполеон против Ржевского». Но все же лучшим фильмом в фильмографии президента я считаю фильм «300 еврейцев». Аналитику по нардепу Шевченко в студии утром сказал своему кенту: дружба дружбой, а служба службой. Кенты. Кентуха дунул паровоз. Я думаю, это ему Буданга, может, сказал так. Люди не вложились в нардепа Шевченко. Це не по тій сьогодні цивільній формі стріляв. Теж Київській області пишуть. Ми про це ще поговоримо. Не мені, де я, де склади Моршинської. Да вообще, блядь, чувак, що не видно, що це в Москві снято. Що ти, блядь, говориш? Люди, що ж це коїться? В Україні Шевченка саджають. Ну, пророки всегда гонимы у себя в городах, да? То логично. А чё Трамп шпионку в команду взял? Что же Украина молчит? Украина не молчит, Украина терпит, блядь, охуенно терпит. Терпёж беспредельный, терпи, терпи. Терпеть тебе шлифует. Терпёж, блядь, уровня беспредельного. Всем терпежам терпёж. Даже не знаю, как к таким словам в чате относиться, но тем не менее. Недавно инфа пролетела. Не знаю, знаешь ли. Говорят, что в молодости прям на грудь Юлии Тимошенко насрали. Это правда? Спрашивает Джихар Дудаев в чате. Это нормально для политика так грудь на показ выставлять. Все, що можу сказати. Тігрюля. Скільки себе пам'ятаю. Завжди світили мені вікна в задумі розмаю. Получил ли я 1000 Зеленского? Не получил. Стример не конторский не купится на 1000. Да, хоча б надо 1005. Як ідея створити рубрику «Найпотужніша новина зі смак, кривда і т.ц.». Найпотужніші новини вони в реальності. Пацани, предлагайте такі ідеї кому-то другому. Вітаю, поважний канал давно тут не був. Що ви, нащадки, прогресуєте? Йдете до перемоги над Твічем? Намного смешнее было, когда Стойки, да, зашел на... А, нет, не Стойки, подожди. Другой штемп из Киева, который уехал в Молдову. Как его звать, блядь? Забыл никнейм, но он тоже к нам давно не заходил. И вот он уехал и зашел к нам на стрим. А у нас тут Плутон, блядь, Ньютон, атом обогащать, блядь, ракета-носители. Ну, уже полная дурка. I'm Tablets, да. Это смешно. Это да. Это вам не это, блядь. Это вам не это. Норвегія не даватиме притулок біженцям з Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської області. Чому? Що за дискримінація українців за регіональною ознакою? Їх Україна. Останні півроку все пизділи про вибори в США. Наступні півроку будемо приздіть. Та будемо, а коли ж ми дінемось.
А почему не представить Трампу те доказательства, на основании которых они эти выводы сделали? Потому что эти доказательства работают только в их, блядь, возбужденных больних мозгах, чувак. Норвегія не хоче, щоб галіцаї захопили країну і почали ходити з мовними патрулями по норвежським крамницям. Думаю, вони не видержать конкуренції з арабами. Норвегія голосувала за Яника, ясно. Ну це ж не перша вже, ну не перший раз ця новина підіймається і... Опять 25, блядь. Был сегодня секс с женщиной, очень похожей на Стефанишину. Реально, может это она и была? Секс это плохо, чувак. Ты растратил свою енергію впустую. 12% українців не мають грошей, навіть на продукти. Ну, сразу фейк. Как можно жить, не имея бабок на продукты? Умрешь же с голоду. Получается фейк, понимаешь? Либо эти проценты быстро должны сокращаться. Ну, ты знаешь, мы такую даже уже такие потужні дюжини, мы их даже уже, блядь, не обсуждаем, уже когда-то было такое. Що з Тасіком какай просто, бутилять позиціонера. Ми це більше обговорювати не будемо, бо останній раз, коли ми згадували на прошлій трансляції Стаса какай просто, то мене звинуватили в людожерстві. Ну, вообще, бля, во всем плохом. Так що я більше ніхуя говорити не буду. Мені похую. Який шанс, що почнуться штрафи або уголовки за форс договорняка? Вони вже є. От би був прикол. Там же це легко притягнути, бо є один чудовий закон. Та вони є, в принципі, ми сьогодні об этом ще поговоримо. Ні, це якщо подручив, то впусту розтратив. Якщо поїбався, то примножив. Ні, мені кажется, наоборот, розтратив подвійно, бо ще емоційно виклався, ні? Секс с женщиной мы тут не одобряем, не одобряем. 12 имеют, значит 100 минус 12, 88 имеют. Логично, нужно смотреть. Стакан всегда наполовину полон. Всегда. То есть как рандомной венерической незнакомке. Показывать свой пенсил так норм. А как дипломированному врачу на ВЛК, так они прячутся. Так врачи на ВЛК уже не смотрят. Не заглядують туди. Доктор Пі буде ВЛК приймати тепер у Львові. Якщо б довелося переспати з жінкою, щоб не потрапити до війська. Ти, мабуть, навпаки хотів сказати, якщо б довелося переспати з жінкою, щоб нарешті потрапити до війська. Того кого б ти вибрав? Стефанішина, Безугла, Підласа? Провокационный вопрос. Хорошие бабы, ничего против них не имею. Зачем вообще ВЛК яйца проверяют? Типа без одного нет сил для стрельбы? Ну да. Я не знаю вообще. Ну вот как я был когда-то, хуй знает, да, вчера был на ВЛК, то там как было, типа, ну приходишь ты, да, в труханах, он говорит, так, а ну давай показывай добро. Раз, потом говорит, залупи. Я тоже что-то позволил себе какую-то шутку отпустить. Я свои яйца даже матери не даю трогать. Ну, мама, это святое. Хватает ТЦКшник за яйца и спрашивает, +1 или -1. Да, вот это, блядь, уже больше похоже на правду. О, брат Зусвітній, вітаю вас, хоч ви і новий користувач чату, але я вас, звісно, пам'ятаю. Ні, секс з кимось – це енергообмін з іншою людиною. Соло – це енергія йде в нікуди, а вах, базу знать надо. Ну тут скільки людей, стільки і поглядів. Краще енергією ділитися з товаришем надійним. Спортзал зганяв, з товаришом енергією поділився. Пошли хуярить на мовних патрулях. Когда в школе водили по ВЛК, верхом перформанса было засунуть в жопу глаз от куклы и сказать, доктор, я вас вижу. Ну и фантазии у вас, ребята. Нихуя я сарай не побудував, блядь, холодно, мокро. Не знаю, что я буду делать, блядь, я не знаю. А ну, сейчас помню. Новости наша профессия, и прямо в эти минуты приходит сообщение со ссылкой на кремлевскую пресс-службу о том, что, и как в первых буквально строках отмечает пресс-служба президента, первый с декабря 2022 года проведен разговор между президентом России Путиным и канцлером Германии Шольцем. Первый за 2 года разговор. Кто инициатор этого разговора? Германская сторона. Разговор состоялся по инициативе германской стороны. В этом, конечно, его важность. Происходят поиски возможных, попытки, вернее, сопоставить позиции. Политическая воля к тому, чтобы эту позицию узнавать из первых рук, это то, что, конечно, не может не вызывать удовлетворения. Но в то же время, конечно, обсуждения достаточно были детальные, прежде всего по украинскому сюжету, откровенные, как тоже было сказано у нас в сообщении. Но, конечно, говорить о каком-то совпадении мнений здесь не приходится. Поэтому, конечно, существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога, он весьма позитивный. И вот как раз если сопоставить сообщение немецкой, германской страны и сообщение российской страны, там видно, что
лидеры, в общем-то, высказали друг другу, что они думают о вообще в этом Конечно, кризисе, конечно, да, и Путин сказал Шольцу, рассказал Шольцу детально о нашем видении происходящего, о возможных перспективах развития ситуации и так далее. И Шольц возобновил свою позицию, ну, собственно, которая хорошо известна, которая повторяется как мантра всеми европейскими представителями по нескольку раз в день. Вот официальный представитель Кабмина ФРГ сообщает, что канцлер настаивал на готовности России к переговорам с Украиной. Россия разве не готова? Да, эта готовность, собственно, она неоднократно повторялась, вы знаете. Июньское выступление президента, где он четко обозначил обстоятельства, которые могут стать предтечей для урегулирования этого конфликта. Вот. Все это фигурировало на повестке дня, состоявшегося телефонного разговора. Да, это Олег Соскин был. Украинский сюжет, да, смешно. Мы в этом сюжете находимся, блядь. Можно в жопу яйца спрятать, чтоб ухильнуться. Нет. Та зараз уже ніхера ніхто не смотрить, ви що? Ви не слухали, що кажуть народні депутати? Я оце дивився, ну я вам казав, я був шокований. Я був шокирован, реально, выступает народный депутат Украины, пресс-конференция с журналистами, и там она говорит, вы представляете, оказывается, військово-лікарська комісія носит декоративный характер, так как спущена разнарядка военкомами. Всех признавать годными, кого поймали. Я был охуевший совершенно. Конечно, никто яйца не смотрит. От того и так, блядь, потом все развиваются у нас дела. Волинський сюжет. Який сенс йти на ВЛК, якщо тепер навіть дід за хуй не потрогає? Тож люди і не йдуть, бачив, їх ловлять, стріляють. Вони не йдуть, потому що нет мотивации. То самое отсутствие мотивации, о котором говорят. Зачем люди тратят кучу бабок на медосмотры? И лечение, да, чекап так называемый, если можно прийти на ВЛК, и там все болезни пройдут, причем бесплатно. Иначе как объяснить такие очереди? Ну, люди не умеют хакнуть систему, просто далеко не все умеют. Не, этого депутата не посадили. Нужно как раз сказать, что нардеп Шевченко нихуя не говорил такого, что там отменить мобилизацию, что там ТЦК бесчинствуют. Наоборот. Бакс Бум в чате пишет, господин, пишет, что хочу на ВЛК, но не хочу в армию. Тю. Так в чем проблема? Ты ж приходишь в воєнкомат только оновити дані. Оновити дані. Там з тобою чемно поспілкуються. Дані твої оновляться, щоб держава розуміла, скільки людей там. Угу. Интересно, нахуя, да? Ну, понятно, да? Но тем не менее. Так що ти не переживай. Тищенко гуляє по Києву під час домашнього арешту. Чому так? Ну, тому що є поважна причина. Якась. Ти смотрел «Клан Сопрано»? Там таке було. А ви бачили, що Гордон машини розпродає? Не бачили? Втрачаємо найкращих. Блядь, да ти гониш. Неужели не вірять в успіх? Ну, Гуровець зарано голубя міра випустив, на потужних волонтерів наїхав, пожартував про князя Вівчара. Ну, я думаю, що тут Гуровець ключове на самом деле. Юрій Швець каже, що перемога не за горами, а от був би він не швець, а українець, то он би знав, залупили. Зеленському вигідні дії Трампа, да нам тільки лучше, нам тільки на пользу, всі гривни-то у нас. Вигідні дії Трампа щодо завершення війни, бо з нього зніметься... А, от эту хуйню, да, я читав в Політико. Это майси. Ну, сразу нужно сказать, что это майсы. Зеленскому, блядь, ни холодно, ни жарко, блядь, от того, что Трамп там виноват, не Трамп. Он это никому не докажет. В первую очередь он это не докажет оппозиции, которая будет его уничтожать и народ прогревать на этот счет. Ну, недавно, да, вот был опрос на днях Разумковский или чей-то о том, что очень интересно сформулирован вопрос, чтобы не противоречить украинскому законодательству, ну, скажем так, а вот как вы считаете, кто будет ответственный за результаты войны? Первое место там президент занимает. Я к чему, что не выйдет никого убедить в этом. Может, там где-то будет Трамп. И Путин, может, даже будет где-то, да. Но среди тех, кто находится в украинском политикуме, он будет первый. Так что это он может себя успокаивать, что типа, ну, сука, Трамп, да. И, ну, в мемуарах напишет, эти там много-много издано мемуаров, там речи Зеленского, вот последний том, там можно написать ему, что, ну, сука, подосрали. Так хорошо все шло, затонули при входе в гавань. Не-не, нихуя не выйдет с этим виноват Запад, пацаны.
К тому же еще и ну, не выдержит вообще страна такого поворота, ну, типа, антизападного, да, представить его. Ну, типа, Зеленский его точно не переживет. Я уж молчу о том, что речи о таком не идет повороте. Речи не идет. Так а где это продвигается властью? Вон сегодня сам президент, не какая-то статья Политико, а сам президент сказал, что Трамп красавчик, у нас есть там общие точки соприкосновения. Ничего плохого мне он не сказал лично. В смысле, а разве первым виноватым не Укрнарод будет, который с гранатой под танк не захотел прыгать? Не, он будет вторым. Будем как Грузия после Зеленского. Ну, может как Грузия, но Зеленский там уже не впишется никуда. Как вон этот. Саакашвілі, да, в тюрмі. От кажуть, нічого позитивного, а реформа МСЕК вже в смартфоне. Є инвалид, та є здоров. Є здоров. СБУ сказали, что открыли дело на путинского археолога. Да, я сегодня заходил на их сайт и видел эту новость. Интересно, что за ней скрывается. Что за такой путинский археолог, бля. Друзі, я вам вже казав, напишіть, які потужні новини вас зацікавили за ці дні. ЛГБТК плюс парад в Києві відмінили, бачив, перемога зрада. О, Buffalo Bill, дякую, що написав про цю новину. Так, ЛГБТК парад співпав з Днем пам'яті жертв Голодомору. Ну, в общем, с каким-то трагичным днем. И что я увидел, да, этот Pride Киев написал пост в Телеграме, где первым слайдом они написали «Мы дали маху». Полный медийный провал. Зачем так было писать? Надо было написать, что співпали, ну просто абстрактно, арбітрарно написать, да, співпали дати. Але ми, звісно, перенесемо свою эту шабаш на другой день. Что мешало так сделать? Потому что, ну, очень провальная стратегия, если ты сразу признаешься в чем, типа, блядь, в том, что даты співпали. Ну, а так, то понятно, что это хуйня, и не перемога, и не зрада, просто ни о чем. Это я просто именно подметить их неудачную медийную стратегию. Такие все талантливые, столько американских бабок, а мозгов нема. Зачем тебе на сайт СБУ заходить? Сейчас объясню. Виноват во всем Валентин, продюсер Валентин. Хуёво нас спродюсировал, ну правда. Когда уже откроют дело на путинского колоноскописта, таких людей не трогають. Чому пана Дикого так почали гноїти? Навіть політруки в Твиттере пишуть, що вже заїбав. Ну, бо дикие вещи он пишет вредные очень для державы в первую очередь. Ну, то есть он беспричинно им наносит урон. Беспричинно им создает негатив. За что им его любить? За что? То есть и пока они носятся там с бурятами, со всем таким, этот человек все им рушит, ходит и рушит. Слоняра Дмитрук сказав, що його викрадали, катували і намагались вбити 2 рази. Похоже на правду, жаль только, що он это зачем-то сказал Russia Today, как я понял. Ебать, ну что заставляет так делать людей? Ну то есть на что он надеется? На гауляйтерские места в оккупационных администрациях? Да не пустят ни хера, нужны там такие люди 300 лет. Бля, ну РТ интервью давать это зашквар, конечно. Я все понимаю, но это зашквар ебаный. Предатели записан однозначно. Ну вот, плюс-минус согласен, мое мнение. Бабок на стриг для жизни в Лондоне. По-любому за такое интервью хорошо заплатили. Ну, просто это же оценка политика, да. Какая тогда ему цена, если он за бабки? Если он за бабки. Топаз в Лондоне пропадал, интервью давал. Понятно. Я не знаю, я не выписывал ту новость. Я даже не знаю, как к ней относиться. Вы видели? Генерал, но сейчас посол Залужный отчитался о том, что в Лондоне там условно проходят обучение украинские молоді потенційні чиновники. Ждете, пацаны, десантуры чиновников лондонских? Резюмируем, что очередной потужный план – это залупа, чтобы заполнить информационное пространство. Ну да. Так можно обо всем сказать. Попытаемся более предметно говорить об этом, но, блядь, откровенно страшно. Помилкова стратегія у них оборонна, треба наступати. Треба вам писати, що спеціально хотіли парату цю дату, типа ти жертви столітньої давнини уже задовбали. Ты помнишь, как был скандал Дешендеиру про что-то там голодную вечеринку, как-то так она называлась, как там, да. Но это было до голой вечеринки. Это был полный пиздец. Типу, ти жертви стоїть давнини вже задовбали, їм не допоможе. Апарат зараз захистить ЛГБТQIA, це ж іскусний інтелект, да? Від гомофобії, мізогінії і всього іншого російського. Ну, це б, наверное, уже too much. Меритократия лондонская, ну так. У нас уже были политики из стран Балтии и Грузии при порохе. Никаких блядских реформ так и не воплотили. Я тоже считаю, что это, конечно, полная хуйня, ни на что не влияющая, по сути, потому что на самом деле...
У наших политиков же у многих в биографии есть американская или лондонская корка. Там обычно такой, типа, послужной список, такая биография. Это типичная строчка. Закончил заушно-заочно лісозаготівельну, блядь, там, Львівську політехніку на лесозаготовщика. Потом поперла карьера политическая, отучился там в лондонской школе экономики, условно получил магистра, да, там еще одного. На що це повлияло? Ні на що, абсолютно ні на що. Помітив, що на стрімі не підіймається тема нових корупційних скандалів. Буденність, да здрасте, на прошлом стриме говорили о коррупционном скандале. Мы говорим, но о тех, которые выбиваются, да, из плеяды там, ну, какой-то обыденности. Ну, я там подмечаю, неужели кому-то интересно послушать то, о чем вы и так знаете, что ну что-то где-то спиздили, естественно, спиздили, а как? Вышли новые коррупционные скандалы, оформляем предзаказ, оформляем. Пропустив важливий момент, біографія. Працював в якомусь лісгоспі, а потім після санітарних вирубок пішла політична кар'єра. Ну да, ну там аграрний бізнес, ну по-разному у всех, ну я к чему, что часто бывает, что западное образование присутствуя потом, когда деньги появились, ни на что это не влияет абсолютно. Пол Пот тоже на Западе учился, да, кто только не учился. Из этих кровопийц, в смысле. Яка твоя думка, коли закінчиться війна, знак питання? На яких умовах твоя думка? Ох, якби я бачив майбутнє, як Ванга або Глоба, я б сказав, але я так не бачу майбутнє, тому я не знаю. А на деякі питання я навіть і відповісти не можу, бо дуже провокативно і можуть мої відповіді порушувати законодавство українське. А я не ставлю на меті порушувати українське законодавство. Можно какие-то крайние сроки выстраивать окончания войны. Ну, там плюс-минус, так, по ощущениям, ну, наверное, года на 2 у Украины ресурсов вести войну хватит. А потом уже прям начнутся какие-то нерешаемые проблемы, необратимые процессы, как у больных. Тяжело, да. Ну, от так я бачу. Чому на стрімі не говорю те, як продавці в сільпо, справжні корупціонери, які піздять сир по акції у звичайних роботях? Да, я видел что-то такое в Твиттере, там, ну, это совсем уже... Жизнь насекомых, к тому же, ну, грех на сельпо гнать. Такое, ну, в Украине, ну, не сказать, что мало удачного, да, но это один из его примеров. Человек честным трудом заработал себе $150 в год на учебу на Западе. Кто на что учился? Ты на це вчився, на що вчився? Я, блядь, вчився будущее предугадывать. Пацаны, у вас ошибочное мнение, ошибочное представление о том, як там вчаться на политологии. Там не учатся будущее предсказывать. Ну, я уже сказал, что есть еще, ну, скажем так, определенные ограничения, да, законодавчие. Поэтому, блядь, надо мозгой думать. Как там гусы, утки, качки? Качки. Качки порядок сегодня. Покупались. Холодні, голодні. Ну, як українці в целом. Стример-политолог за освіту. А толку? То есть, блядь, если... Ну, это оно ж так и получается, что там люди и смотрят тех, кто там, блядь, выдумывает будущее. Всегда ошибается, естественно. Портняков, блядь, там вот это сегодня швец писали, мрец, блядь. А наши топовые положники, конечно, их не цепляют, потому что люди требуют ответов, люди хотят их слышать, да, им хочется, чтобы война закончилась, и чтобы, блядь, победа была, и цветы, и парад был. Як в зеленому слоніки, да. З приводу того, як змінили правила бронювання, я так розумію, єдиний шлях посполитого піти померти, все так, та я не знаю. Та вроде не. Ну, правда, я вот не понял одного момента, там, да, ну, то есть, как я понял, блядь, как я понял из реформы, бегло читал, не читал оригиналы законопроектов там и постановлений Кабмина, но как я понял, то они, по сути, ввели ценз финансовый, правильно, потому что там написано, что зарплата должна быть там... И что-то суммарное предприятие, еще и предприятие не должно быть в долгах. Опять-таки, это не часто встречается у нас, но окей, не должно быть в долгах. Еще и суммарная зарплата предприятия средняя и зарплата конкретно бронируемого тоже должна быть определенная. В чем у нас тоже проблемы. Так, ну вот в этом-то и вопрос. Откуда там у слесаря 20к зарплата? 20к зарплата вообще не у всех. Российские оппозиционеры прогнозируют стагфляцию. Может быть, Украине нужно подтерпеть 2-3 года, а там перемога? Альтернатива Кореи не впечатляет, чувак. Перемога — это альтернатива Кореи. А потерпеть, ну, блядь, хуй его знает. Терпи, терпець тебе шліфує. Мы-то куда денемся? Это как вопрос, сколько вы готовы терпеть войну.
Які основні реформи та закони, на твою думку, мають бути введені в якості хоча б перших кроків, щоб збороти корупцію? Потрібно нормалізувати життя і політичні процеси у нашій державі. Не хочу провокационных делать заявлений, но опять-таки скажу так, витиевато. Покуда война идет, нихуя борьбы с коррупцией не выйдет. Не выйдет. Нет основной составляющей борьбы с коррупцией в демократической стране, политики полноводной, да, политической борьбы. И все тут. Дело не в штамповании реформ, пацаны. Дело не в штамповании реформ. У нас не с этим проблемы. Дело в том, что у нас, власть централизуется. Вот. Ну и появились, скажем так, ниши с сумасшедшими коррупционными рисками. Ну, то есть люди платят деньги, чтобы выжить. Огромные деньги. Это забороть невозможно в один день, никак победить. Нужно сначала остановить это. Но опять-таки, понимаешь, наверное, законы реформы это такая тонкая правовая оценка нужна. Я на нее реально не способен. Все-таки я, блядь, политолог и вижу это со своей колокольни. Наверное, люди, которые, не знаю, вот буквально там анализуют какие-то и находят уязвимости в нашем законодательстве, то они бы могли дать более точный ответ. Но все-таки политическое здесь превалирует, это однозначно. Такие политика, просто наши люди так голосуют. Да нет, друг, дело не в том, кого ты выбираешь. Дело в том, что должна присутствовать политическая борьба, не отягощенная какими-то... в их случае, да... где-то это объективно, выборов нет там по объективным причинам. Но часто это эксплуатация войны, да, в пользу одной политической силы. Это централизация постоянной власти. Это неизбежно, если политическая сила долго находится у власти, неизбежно с протяжением времени, да, с тем, как идет время, постоянное насыщение всего государства, там, центральных органов исполнительной власти, регуляторных органов, всей исполнительной власти лояльными одной политической силе людьми. Это не может, это антиборьба с коррупцией. Это только увеличение коррупции. Я уже молчу о том, что еще раз, да, никогда там столько бабок не было, сейчас там бабки рекой. Такое не заборешь в один день, особенно такие огромные деньги. И, объяснил я, почему они огромные. Вопрос жизни и смерти. Люди его так видят. Вова. А кто такой Вова? Вова ебаших, блядь? Донаты надо. Чому в депутата по 2 помічника на броні? Ти ще спроси, почему грантососні контори броніруються в повному составі. Яка твоя думка про Трампа? Позитивно відносишся чи негативно для України та світу загалом? Вибач вже, я відповідав на це питання дуже багато разів. Відношусь, нейтрально, як до факту реальності вже точно. А так тут 1000 раз об этом висказувались, записі на Ютубі хуєва гора. Арестович почався з Романенко. Арестович почався з Мухтара. И с рекламы этого стирального порошка. Ваши донаты это просто то немногое, что помогает нам сопротивляться в жизни. А то б тоже работал бы на какой-то грантососной хуйне, писал бы там, блядь, про Лермонтова и какой он урон Украине нанес. И все. Что зря вы, блядь, не цените, очень зря. Я б ценил. С 10 по 22 знизився рівень коррупции. В смысле, я бы не с 10 брал, с 10, не знаю, почему ты именно с 10 сказал, я бы сказал с 14 по 22, в смысле, по началу войны, конечно, снизился. Несмотря на все турбулентности. Просто как это измерить, непонятно. Но если руководствоваться, скажем так, какими-то закономерностями, да, политическими, то есть вот у вас есть честная довольно политическая борьба, да, как там для транзитной демократии, то, она косвенно указывает нам на то, что коррупция должна снижаться. Скандалы, они что-то вызывают, там, и так далее, и так далее. То есть есть чего бояться политическим силам. Это хорошо можно сравнить с тем, что сейчас происходит, и почему это было важно, и как это способствовало снижению коррупции. Сейчас я уже сказал, неадекватно просто все. Задонатим, мужик, после перемоги. Да, это как человек написал, что я бы задонатил, но я все деньги поставил на договорняк. И много людей залайкало с поведомления. Там же, блядь, там вот криптовалюты пиздуют в рост. Где эти все так называемые криптоинвесторы? Коли розіграш підписки на онлайн-школу Айпірон? Я не знаю, чи є там підписка, я знаю, що там типа поурочно ти покупаєш. Хто не знає, я був на одному уроці школи Айпірон, до речі, дякую пану Артемчугу за цей експірієнс.
Жаль его денег, конечно, откровенно. У мене в місті нема сільпо, тільки АТБ. Що ж це за дыра? Я извиняюсь. Что же это за дыра? Это как название города Синельниково, блядь. У сільпо я буваю тільки коли буваю у Києві. Хожу туди як у Версаль чи Секстинську капелу, щоб подивитися, як живуть багаті люди. Ну согласен, сільпо еще и красиво делают, правда. Криптоинвесторы не смотрят политику, они и занимаются. Да, видел, що перший вирок українська держава іменем народу України винесла на тему хабара в криптовалютах. Стосовно народного депутата, до речі, отслух. Не измерял, но снизилась. Но я не знаю. Я вроде, блядь, доходчиво объяснил почему. Поди нахуй измерь. Поди нахуй измерь. Если знаешь как. То есть я не измерял не потому, что лень, блядь, или не потому, что не знаю как, а потому, что невозможно, понимаешь? Невозможно. Но есть множество косвенных показателей. У Баумейстера есть на Патреоне, у Баумейстера на Патреоне есть уровень подписки 500 бачей. Предлагаешь и нам сделать? Биолаборатории, Сельпо и АТБ. Да, генпрокурор США теперь будет заниматься вопросом биолаборатории в Украине. Но если по твоей логике идти, то в Украине все годы независимости была политборьба. Не, она была очень разная, чувак, разная. Особенно до 2014 года и после 2014 года с началом процесса евроинтеграции. Значит, падала коррупция еще на 30. Я ебу, блядь. Как надо знать историю Украины, чтобы такие выводы сделать? Как надо меня было слушать, чтобы такие выводы сделать? Пиздец. Да, читав я. Скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів. Зеленський. Розуміємо всі ці виклики зараз, знаємо, як діяти. І хочемо попередити. Мінська 3 не буде. Нам потрібен реальний мир. Слава Україні. Тулсі. Тутсі. Радіо 1000 українців. Там книги з потужною українською історією не хочуть купувати, на складах лежать по 313 гривень. Я бачив, і ще обвиняють в тому, що там тільки 2 издательства получили эти деньги державні, да. И одно из них Фолио. Фолио вроде хорошее издательство. Ну, проблема ж, думаю, не в этом и не в истории Украины, просто в том, что никто не читает. Отряска вокруг протестов в Абхазии неинтересно, вообще, бля, неинтересно, ничего не выписывал. Хіба євроінтеграція не почалась раніше, мінімум за Ющенка? Ми майже у НАТО потрапили у 2007-му, якби не Меркель, французи, Буш був би за. Да не согласен, ну то есть про НАТО ничего не говорю, хотя и с этим не согласен, про майже потрапили у НАТО, да? Хотя, наверное, это один из этапов какого-то раздорожья НАТО в Европе, да, если смотреть более широко. Но речь же не об этом. О том, что правовая картина Украины начала подгоняться как-то под Европейский Союз. Ну и как бы это не звучало негативно с экономической, наверное, точки зрения, но как раз в вопросе политического баланса в Украине, то после 2014 года, да, начала трансформироваться правовая составляющая Украины под европейские какие-то, под европейский ландшафт. Появилась как таковое после 2014 года как явление, да, то, что мы называем сороснёй и так далее, появилось явление гражданского общества как балансировано. Ну и, как я сказал, попали в финансовую зависимость, да, от денег просто европейских, тут уже некуда было деваться. Чого ніхто? Я читаю, але не бредік по історії України. Там навіть не то, що історія України, мені просто інтересно, там написана цель, іменно не просто історія, а щось там, типа, іменно направлене на... Ну, короче, на какую-то ангажированность, типа, вот это меня расстроило. То есть хотелось бы, конечно, про историю почитать, а не про ее переосмысление. Історія в научпопі в підручниках. Ну, я дивився, там просто проиллюстрирована эта новость с сборником чьих-то мемуаров. Но мемуары довольно сложно перетрубировать так, чтобы они стали искаженными, да. Трамп не придет, он сейчас занят, он изучает проблематику хімтрейлів. И что с ней можно сделать, и как в этом виновата Украина. Ну так, друзі, давайте якось постепенно переходить к новостям, бо це вже скільки можна терпіти. Открываю Молескінчик наш. Молескінчик. Льойтрум. Не як складно. Мемуари – це пам'ять однієї людини. Там стільки чисто біологічно зумовлених викривлень, що воно саме собою вийде. Звісно, якщо цікавий ретроспективний погляд саме цієї людини, то можна вважати, що викривлень немає. Да, я согласен, мемуарів така специфіка, но просто там написано, що направлене на утрамбовування українців, там как-то типа на уплотнение українського патріотизму. В смысле, это мы про книги и деньги, которые на книги выделили. Эта строчка не может не отпугивать, да, ну зачем, я газеты советские с утра не читаю.
Кто-то правда верит, что какой-то олух Шевченко прям переборол Путина, чтобы Лукашенко не напал. Но если они так говорят, а так-то я там свечку не держал, не знаю, конечно, мне кажется, политически Лукашенку никакого не было понту, да, участвовать, очевидно. Теперь нас Америка нападе, бо кента Трампа б'ють. Я думаю, що это никакой не кент Трампа. По тонкому ходиш, Білорусь, наче у нас як співучасник агресії, хоча ті піздабули, стільки всього наговорили, що може це не офіційна позиція, але у них вроді є консульство у співучасника агресії у української держави. Ні, я не говорю, що вони не співучасник агресії. Однозначно співучасник, і свою територію вони росіянам предоставили в начале войны. Это факт жизни. Факт жизни. Но то, что они с нами не находятся в войне, тоже вроде факт жизни. Лугабе отомстит за Шевченко и наконец-то вступит в войну. Так а зачем все это Медведчуковское трогали вообще, как по мне, он укрполезен был. Сосал деньги из Кремля подсказки о том, что Путин еще чуть и власть возьмет. Тем самым питая иллюзии Путина на мягкую силу в Украине. Я, блядь, не знаю. Может, хотели его квартире в Киеве забрать. Я не знаю. Не, я думаю, что здесь нарушена причинно-следственная связь, в том смысле, что я сторонник скорее версии, что понимали, да, ну, по каким-то каналам разведывательным и так далее, понимали, что война будет, и понимали ценность такого кадра, ну, и она себя оправдала в каком-то смысле. Это я вам просто как одну из версий говорю, да. Он призывал Кубань присоединить. Ну, довольно тоже иронично, что народный депутат Евген Шевченко, он очень не любит Арестовича, и он всегда критиковал Арестовича, говорит, что Арестович — это партия не мира, Арестович — это партия предателей, он хочет сдать Украину. А я хочу мира, говорит. Если ты еще не видел, как грантососки завывают в унисон всему этому, то лучше не надо. Сколько там с кейса Биуса прошло? Не, я видел, ну, в смысле, это же они одвічні вороги, в смысле, Грантосос и Евген Шевченко. Одвічні вороги. Ну, я их всегда за это и критиковал, и тогда, когда Бигусу вот этот Глори Холл был, я тогда и говорил, что ну вы же сами это поддерживали, вы сами с этим носились. Получайте той же монетой. И так с вами и будет потом. Всех задрочат, вы одни останетесь. Ура, тирания. Хто каже, що тирания? Ти що, блядь, викривлену реальність російську тут розторпонюєш? Ім'ям Верховного суду України ви присуджуєтесь до розстрілу та обоссивання вашої могили деколонизаторами. Ну я даже не знаю, я тоже думал, что какой-то российский фейк, что Булгакова перепутали. В Одессе похоронен какой-то Юрий Булгаков с таким бюстом богатым. Кто-то подумал, что это Михайло Булгаков, чи как. Вон, блог политтехнолога радовался и шутил по поводу посадки. Ну то известно, что человек не оппозиционер совсем, да. Думаю, что там Бошко, он, думаю, при любой власти приживется, будет учиться в Шевченко, университете, в смысле, а не нардепе Шевченко, и у него все будет хорошо. Ну, я же говорю, не требую, блядь, людей подвигов абсолютно. Там каких-то, да. 16-літній син Єрмака ізбив Євгенія Шевченка в СІЗО. Смішно. Треба починати світити фонариками у небо за Буданова, а то може бути пізно і встановиться диктатура. Да, за Буданова світім. Я щось не розумію, стрімер що, не помітив, що Верховна Рада у нас чисто декоративний орган уже декілька років? Чи не так розумів думку? Ні, просто ну, не треба же этому потакать, наверное, да? Ну, я ж, блядь, должен щось сказати, пацани. Якщо так, то і все, в принципі, понятно. Ну, де же надо там гроші, донати шукати. А це Броварський район щасливий? Не Бориспольський? Ну, а так, поліедер. Надо було теж, да, в ответ стрілять. Ну, в смысле, по ухилянту. Так його присудили. Ну да, присудили, но мы и не сомневались. Ну, в смысле, що СІЗО дадуть, да. Власник Моршинської, громадянин РФ Михайло Фрідман. Срочно на туди Майка Помпео вселять. Та вже сказали, що хто стріляв, посадять 15 год турми. Не, ну я к этой истории со стрельбой, ну как комично отношусь, но интересно просто, о чем думал человек, когда стрелял? Что он ему такого сказал, тот человек, который убегал? Как он его так оскорбил? Контроверсийная опиния. Сильно драматизуешь и затягиваешь прикол. Да вам всем драматизуешь, вы лоялисты. Всегда за любой сапог на своєму горлі. Бля, про Тулсі Габбард крінж, вона говорить, що забороняють православ'я, про біолабораторії, та ну так я це і сказав. Я з нею не погоджуюсь, вона не права, звісно. Не, если серьезно, то я думаю, что ну не стоит там переоценивать. То она говорила тогда там электоратам всяким там, ну всяким людям, да. Сядет на должность, будет уже поймет, что неправда там это все. Думаю, не стоит переоценивать влияние этого для України. Ну, в смысле, вот этой подруги. Новини потужні, траєкторія держави тільки вверх. Саме так. Україна, получается, предоставляла територію для Придністров'я. Получается.
Украина захищала украиномовных. Шевченко предатель. Он не прошел тест на Питер. Вы вообще видели, сколько он там жил? Не на Питер, а на Мінськ. Це зрада не щодо людей, а щодо причин повернення. Для порівняння, лише з вересня 23 лютого по лютий 24 року було позбавлено будь-якої підтримки держави понад 4 мільйона внутрішніх біженців, пояснив Андрющенко мотиви людей, які повертаються на тимчасово окуповані території. Тобто, наголошує радник, 4 мільйони людей було кинуто на виживання без забезпечення житлом, компенсаціями та будь-якими програмами підтримки. Ну, Андрущенко міг би і знати, що грошей-то в країні нема, ніхера. Не, я та ЦПД критикую не то, что там удалили. Не надо было вносить. Ну, это ж было глупо довольно, не? Ну и такой вообще подход туповат, откровенно. И внутрішньо и внутриукраїнської, и внешнеполітичні тоже. Це ще й кошти виділяються. Це ж, представляете, там сидит народ, типа в офисах, ходит каждый день на работу, получает зарплату. Кошмар. Потом у них на тот нема грошей на переселенців. Ну а как же? Про маму пошутил, да, может быть? Мама это святое. Да. Звоночек будет, да. Вы, блядь, когда думаете так про Трампа, вы представляете как-то это попроще реально? Такие все процессы, ну вот не знаю. Представьте, что в Африке какой-то диктатор съел кого-то своего оппонента политического. Какая разница вообще, похеру мороз? Центр протидії дезінформації. Ну, сьогодні ми з вами плідну трансляцію провели. Розвіяли багато кремлівських міфів стосовно нових потенційних американських призначень. Стосовно російського ІПСО про мобілізацію в Україні. Також були розвінчані міфи про переслідування народних депутатів України, зрадників. Ну, я вважаю, що трансляція вдала.